Тема сегодняшнего занятия во многом продолжает тему внутреннего пилота. Это взаимосвязанные системы, системы управления нашим состоянием. В данном случае на рисунке видно, что подключены к вискам, и выходит человечек справа-слева, они могут приближаться, слегка удаляться, но это человечки, да, справа-слева, которые отвечают за управление нашим состоянием. То есть они показывают, что с нами происходит, и если вы на них концентрируетесь, и хочу, чтобы чакра горела сильнее, да, то таким образом в идеале вы запускаете процесс, что ваша энергия меняется. Если она не хочет сиять, значит нужно искать причину, в чем проблема, да, и каким-то образом с ней прощаться. В целом эта способность не для начальных уровней развития, это ближе к окончанию 3-го уровня, чтобы выйти на то, что вы управляете человечками, то есть у вас работают способности, вы ими легко пользуетесь, вам нужно пройти, собственно, те этапы, о которых мы уже говорили раньше. Конечно, нужно многое из себя выбросить, да, иначе проблемы управляют человека, у него и шансов нет на власть над собой. Сформировать соответствующее достоинство, представление и дальше шаг за шагом осваивать те техники, которые мы говорили. Первое – это покой в жизни, то есть проблемы тебя не носят. Дальше, чтобы нарастал позитив, общая энергия и дальше состояние воина света. Вот то, что вы научились делать в медитации. Следующий шаг – это подключение к самоконтролю. Когда человек это осваивает, он живет в состоянии избытка энергии, силы, счастья и так далее, он идет к успеху. Первый блок – это мотивация. Программа номер 1, когда все это начинает работать, вернее, получает право на жизнь, да? Когда человек принимает ответственное решение, что любой негатив – это что? Это то, что тебя разрушает. Да? Поэтому одно ответственное решение, любой негатив должен быть уничтожен. Почему он тебя разрушает? Соответственно, что такое позитив? То, что дает тебе силу, радость, энергию для жизни, возможность подключения к высшим силам и так далее. Дальше. Любая слабость, на что она обрекает человека? На то, что ты не способен к победе. Ты неудачник. Если ты оправдываешь слабость, ты неудачник. И этот выбор сделал ты сам. Для того, чтобы человек мог побеждать и наслаждаться этой жизнью, он должен быть сильным. Да? Он силу должен культивировать. Для этого нужен избыток энергии. Для этого должно быть сильное состояние. По крайней мере, избыток энергии плюс соответствующее достоинство. Слабость всех видов и мастей. Все, не могу, не хочу, ну и так далее. Себя оправдываю, думать не хочу, делать не хочу, брать ответственность не хочу. Вот кто виновен, вот, а я всегда правый, бедный, несчастный. Да? Слабость – это поражение. Всегда. Слабый всегда битый, слабый всегда неудачник. В чем сила? Принятое решение. Лишенный покровительства обречен, сжигают дотла. Это что? Непрекаянная душа. Зла вроде бы не делала, в ад не за что, к Богу не стремилась. Вот и мотыляется между небом и землей, никому не нужна. Ну что такое вера, да, когда максимальное покровительство? Ну что такое Бог, да? Это энергия, которую тебе дают, да, это путь, по которому тебе помогают идти. По позитиву. Моя цель – чистота, максимальная позитивность. Чистота – это что? Ваша цель – уничтожить зло, вы его обнаруживаете и уничтожаете. Ну что мешает человеку управлять собой, жить в состоянии силы и счастья? Слабости, глупости, обиды, переживания, обвинения, самооправдание. Что такое позитивная программа? Как в этой ситуации поступить наилучшим образом? Вот все, что мешает поиску решений, это все зло. Давай пооправдывайся, давай пообвиняем, давай сбежим, спрячемся, сделаем себе харакири, неважно, себя попроклинаем, кого-то, неважно. Да, позитивная программа – это в действии. Следующая программа «Моя цель» – максимальная сила. Да, вот раскрытая энергия, энергия моря. Ну что такое сила? Да? Уровень человека. Что ты можешь? Что ты не можешь? Что не можешь, тебе недоступно. Само никогда слабаку что-то на голову не упадет. Разве что неприятности. Да, поэтому чем выше уровень силы человека, энергия, которая живет в нем. У каждого свои возможности, свой потенциал. Конечно, лучше знать свой потенциал, чтобы, не зарываться, но знать свой потенциал, чтобы не опускаться ниже своего уровня, потому что это не зачет. Моя цель – максимальное покровительство. Да? Это энергия, система, атрибуты, фактически
Мы с вами говорили, человек на первом уровне, у него капсула там от макушки до пят, или там как короткая юбочка такая, да, капсулка в начале. А что там сохранять? Энергия той раз-два и обчелся, да? На втором уровне там 12 двойничков, она так повыше. На третьем 24 двойничка, она кругленькая становится. И с каждым уровнем эта капсула, и, соответственно, вот те системы, которые внутри находятся, их становится больше, 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 больше. За что ты заслуживаешь, что тебе это давали? За то, что ты следуешь закону, да, за то, что ты уважаешь высшие силы. Есть определенные ценности, при которых управление собой для человека необходимо, как инструмент достижения вот этих результатов, чтобы не было слабости и все остального, да, чтобы была классная энергия. Да, соответственно, следующий блок вопросов – это выбор. Программа номер 1. Моя цель – власть над собой. Власть над собой – это что? Это как раз есть действие, когда ты решаешь вот эту задачу. Слабость убрать, гадость убрать, да, или там где-то поток духа, да, там ослабел. Да, в чем причина? Да, решить эту задачу, да, чтобы не было негатива, не было слабости, была максимальная энергия, которая идет сверху, чтобы атман пылал. Ты решаешь вот эту задачу. Вот ты владеешь собой, ты даешь себе команды, да, вот ты думаешь, как это сделать, чтобы получить классный результат. Следующая программа «Моя цель. Команды управления регулярно». Что такое власть над собой? Это как раз и есть отдавать команды. Так, чакарка такая, гори сильнее, поток, усиливаю, негатив, печальку, убираю, сжигаю. Да, вот когда вы даете себе команды, вы и наращиваете власть над собой. Когда человек себе не дает команды, ты должен быть спокойным или напряженным, ты хочешь сиять или сойдет и так, как там оно с утра нарисовалось, так пусть и будет. Да, вот когда ты отдаешь команду, вкладываешь усилия воли, это есть перепрограммирование сознания. Да, когда сознание почистили, через силовые упражнения и все остальное, вы говорите подсознанию, оно вас слышит, вот как в медитации, оно вас слышит. Да, задача потом это перенести в самоконтроль. Но в любом случае основа, как достигается власть над собой, там совершенное управление, любое управление, чакры головы отдают команды. Ты представляешь, ты вкладываешь усилия воли, ты произносишь суть, что тебе нужно. Спокойствие, свет, поток шаркая, состояние воина, открытость Богу. И ты дальше с этим светом идешь по жизни. Да, ты стараешься все, что да, понял, там, реализовал, сохранить, приумножить, понять, применить, да, нарастить свою власть, нарастить свою силу.